Привет! Сегодняшняя модель наушников Realme Buds Air 2 Neo является ничем иным, как немного упрощенной версией хитовых наушников Realme Buds Air второго поколения, про которые примерно месяц назад я уже рассказывал на своем канале. Но на самом же деле так кажется лишь на первый взгляд, когда видишь их характеристики на бумаге. Ну а как обстоят дела с версией Neo, я расскажу тебе прямо сейчас. Несмотря на свою схожесть в названиях, внешний вид обеих моделей абсолютно разный, и здесь нет ни единого схожего элемента. Сами по себе Air 2 Neo это некая улучшенная, прокачанная модификация прошлогодних Realme Buds Q с похожим зарядным кейсом и практически идентичной формой самих наушников. Зарядный кредл стал чуть меньше в размерах и более овальный по форме. Его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 60 на 44 и на 33 мм соответственно. Помимо всего прочего, он стал немного тяжелее. Его вес с наушниками внутри получается 45 грамм, без 36. Внутри установлен аккумуляторный блок на 400 мАч. На передней стороне корпуса расположили единственный статусный светодиод состояния, а на противоположной под петлей встроен современный Type-C разъем. Напомню, что в Buds Q стоял еще micro-USB. В новой модели на внутренней стороне крышки имеется пластиковая проставка для фиксации наушников. Петля по-прежнему пластиковая, без доводчика, но при всем при этом в открытом состоянии люфт крышки она не создает. Еще одним новшеством в кейсе стала круглая физическая кнопка активации сброса наушников до заводских настроек. Она расположена между посадочными местами за подлицо с корпусом. Нажимается она мягко, без характерных щелчков. Подключение гарнитуры к смартфону происходит по открытию крышки кейса, причем данная модель поддерживает функцию Google Fast Pair. Во время первичного сопряжения вылетает всплывающее окно, в котором тебя спрашивают, хочешь ли ты привязать эти наушники к своему Google аккаунту, после чего данные наушники можно будет использовать с различными устройствами, которые работают на том же самом аккаунте, просто открыв крышку зарядного кейса. Получается некое подобие мультипоинта от самого Google. Ну и как уже стало довольно привычным для современных беспроводных наушников, главного в паре нет, и каждым из них можно пользоваться по отдельности. Так же как и в старшей модели, наушники Buds Air 2 Neo поддерживаются в фирменной программе Realme Link. Не мудрено, что настройки и интерфейс в программе для данной гарнитуры очень схожи, хоть и немного урезаны. В верхней части страницы отображаются уровни заряда наушников и отдельно кейса. Чуть ниже находится блок регулировки шумоподавления с 3 режимами работы и выбором прокрутки. Эффективность работы этих режимов один в один, как и у обычных Air 2. Само шумоподавление сильнее отрабатывает на границе средних и низких частот, а вот режим прозрачности можно использовать лишь при выключенной музыке. Окружающие звуки хоть и транслируются с помощью встроенных микрофонов, но как-то не громко. Раздел со звуковыми эффектами включает в себя 3 частотных пресета и рычаг увеличения громкости. И вот что касается звука, то лично по моему мнению он довольно хорош, хоть и отличается от такового в старшей модели. За его передачу здесь отвечает 2 аудиокодека на выбор, это AAC и SBC. И вот я не ошибусь, если скажу, что звучание стало более басовитым, но на самом деле объясняется такой эффект довольно просто. Звуководы в Neo чуть вытянуты, а амбушюра имеет сердечник стандартного размера. За счет такого решения поток звука стремится точнее к цели и тем самым создается больший эффект глубины погружения в музыку. К тому же сама форма внутренней части наушника способствует более классической посадке, свойственной внутриканалкам. Но здесь я позволю себе сделать небольшое уточнение. Несмотря на то, что в моем случае наушники сели в уши прекрасно, это не делает их универсальными по этой части. Realme Buds Air 2 в этом плане будут более удобными для большинства. И тем не менее вернемся к нашим Neo. Как я уже сказал, во всех предложенных пресетах отчетливо слышно преобладание басовых частот с классическим прогибом в середине. Сама частотная градация во всех надстройках регулируется лишь добавлением верхов. И если ты любитель баса, то имеющийся здесь Bass Boost Plus хорошо его прокачивает и тебе понравится. С его применением можно неплохо так усилить влияние низов. А вот это отдельная опция увеличения громкости, как по мне, фишка ради фишки. Хочешь слушать музыку тише, просто убавь громкость на самом устройстве. Зачем плодить лишние рычаги? Ну а если говорить в целом, то громкость в наушниках насыпали с хорошим таким запасом. В моем тесте автономности на 100% громкости от одного заряда наушники отыграли 5 часов и 36 минут. Результат, как ты понимаешь, просто превосходный, учитывая, что так будут слушать далеко не все. Что же касается встроенных в наушники микрофонов, то здесь меня ожидало большое разочарование. Бытует мнение, что в модели Neo они отрабатывают точно так же, как и в старшей модели, однако на поверку все оказалось с точностью да наоборот. И вот прямо сейчас
я предлагаю тебе послушать, как на самом деле отрабатывают встроенные в Neo микрофоны. Проверяем работу микрофонов в наушниках Realme Buds Air 2 Neo. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна. С двух сторон мне сдувает ветер сюда такими порывами. И можно послушать, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования в этих наушниках. В общем, вот как-то так это все работает. Ну, а мы приступаем ко второму тесту с печкой. Как-то так. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас ее выкручиваю на максимум. Уже буквально через секунд 5-6 будет у меня в салоне стоять очень сильный шум. Выдувает такой сильный горячий воздух отовсюду. Сейчас я тебе вставлю фрагмент этого звука, этого шума, чтобы ты понял, как это все звучит во время теста. Вот так вот. Ну и, собственно, вот таким образом отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования, если ты, допустим, в этих наушниках зимой будешь ехать в машине и захочешь с кем-то поговорить по телефону. Ну вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Realme Buds Air 2 Neo на улице. Сегодня такой легкий ветерочек, хорошая погода. Машины практически не ездят, но тем не менее, в принципе, можно послушать, как отрабатывают микрофоны в данных наушниках при таком сценарии использования. В общем, как-то так. Управление функциями мультимедиа происходит тапами и настраивается в отдельном разделе приложения Realme Link. Сенсорные области на наушниках в новой модели выделены глянцевыми вставками. Для настройки доступны двойные и тройные касания, а также жесты с удержанием. Как и в Buds Air второго поколения, установки здесь очень гибкие и назначить можно практически все, кроме управления громкостью. К сожалению, такой возможности производитель не предоставил. Еще одним весомым функциональным отличием и по совместительству недостатком Air 2 Neo является отсутствие датчиков автопаузы. В младшей модели их почему-то не добавили, но зато никуда не делся игровой режим. Его можно как включить вручную в приложении, так и назначить жест активации. В моем случае это одновременное удержание пальцев на сенсоре в течение пары секунд. Результат моего тестирования в популярных шутерах получился следующим. В PUBG Mobile интервал задержки составил 280-360 миллисекунд в зависимости от применяемого оружия, что довольно схоже и с интервалом в Call of Duty. Здесь он составил 300-320 миллисекунд. Поиграть, конечно, можно, но какими-то сверхкороткими задержками я бы это не назвал. В любом случае, если ты игрок-любитель, то на слух такое отставание в 3 секунды ты вряд ли заметишь, а вот профи-игрокам лучше с беспроводными наушниками повременить. По крайней мере с этими. За связь между смартфоном и наушниками отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2. И вот что касается стабильности соединения, то с моим Poco X3 NFC наушники фризов и отвалов не ловили ни разу. Заявленное расстояние в 10 метров от источника они спокойно преодолевают. Помимо всего прочего, гарнитура имеет защиту от влаги по стандарту IPX5, так что дождливую прогулку они по идее выдержать должны. Ну и подводя некий итог, могу констатировать тот факт, что Realme Buds Air 2 Neo модель интересная, но увы не лишенная недостатков. В особенности меня очень расстроила работа встроенных микрофонов. Никакого даже близкого намека о схожести их работы со старшей моделью здесь нет, и мне очень странно в отзывах на эти наушники наблюдать обратное. Единственное, что в данной модели хоть как-то нивелирует ситуацию, это звук. Я думаю, многим он понравится своей напористостью, особенно при прослушивании какой-то современной электроники. Во всем остальном же новинка является отличным продолжением модели Buds Q, но никак не конкурентом своего старшего собрата Realme Buds Air второго поколения. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.